Всем привет! Вы на канале Burberry Oil. Сегодня у нас обзор на скетчбук. Я знаю, вы любите такое. Но обзор только на половинку, даже чуть меньше. Потому что я сейчас рисую больше на холстах, на достаточно больших холстах. И заполняю другой скетчбук. На него тоже будет обзор. Если что, то вы можете подписаться на группу ВКонтакте, Телеграм, Сапреграм, и в ТикТоке я тоже есть. Подписывайтесь, можете поставить лайк авансом. И давайте начнем. Это скетчбук от Sketch Marker. Думаю, все его знают. Вот так он выглядит. Тут наклейки, я переклеила. Здесь немного пострадала обложка, потому что я пыталась стереть наклейку, я ее потом выбросила. Так вот, скетчбук с экспериментами есть. Просто пробую опять другой формат. Натюрморты и пейзажи. Первый здесь такой вот простенький, чтобы начать. Серые маркеры, которые я докупала. Набор, который у меня заканчивается. Ему уже лет 5, если не больше, начинает подсыхать, поэтому я стараюсь рисовать тоже иногда маркерами, иначе они просто засохнут, не будет их жалко немного. Здесь натюрморт, достаточно ограниченная палитра. Здесь я добавила еще чернильные карандаши. И мне не хватило яркого желтого, неонового. Вот такая вот спокойная очень получился. Я думаю, может даже стикер сделать с такими натюрмортиками. Здесь вспомнила про тушь. И тоже без наброска рисовала сразу тушью, кисть. И сверху немного акриловый маркер. Тоже такой вот совсем графичный. Здесь, по-моему, тоже перо. Здесь наброски. Без скетча. Скетч без скетча. Нет. Не очень получилось. Рука, конечно. Ладно, здесь тоже такие натюрмортики. Здесь чернильный карандаш, поэтому не очень ярко. Здесь я решила сделать, посидеть подольше, заштриховать, замазать все. Но вот мне нравится, что либо нужно было опустить, либо не доводить до конца, слишком вытянутое ведро. И чернильные карандаши. Ну, мне нравится, как вышло. Здесь пробую гуашью. Я насмотрелась китайских туториалов тоже. И решила попробовать тоже нарисовать, где много бликов всяких, отражений от солнца, от поверхности. Но я потеряла потом эту картинку и, к сожалению, не закончила. И, наверное, уже не закончу. И здесь тоже чернильные карандаши, маркеры. Хочется уже, хотела уже лето. По-моему, это был май. Мне кажется. Хотелось была. Здесь, здесь мне попадалось видео с отрывком песен из мультика «Спирита». Видео я решила нарисовать по скриншоту лошадок. Я очень давно ходила на анатомию животных, но животных я не рисую. Потому что я начинала рисовать людей, животные меня совсем не интересовали. И такие лошадки получились. Мне не нравится, что что-то с ногами, немного кривые. Но, что удивительно, в самом первом скетчбуке у меня тоже есть одна лошадка, но там она с какой-то композицией, по-моему. Здесь
пейзаж, поиск, композиции, сказать, разборка по тону, но тоже как-то все бледное получилось. Здесь пробовала акварель, не доделала, но мне нравится, что она между бумагами не сильно покоробилась, и если сделать одним мазком, то даже не видно стыков, так скажем. Попробовала просто развести акварель, очень жидкое положить, и получилось неплохо. Но тоже не доделала. Наверное, надо будет городу сделать немного акриловым маркером или тоже акварелью, а деревья, наоборот, сделать чем-то плотным. Вот такие, так скажем, микс-медиа мне очень нравятся. Иногда пользуюсь. Здесь несчастные акриловые маркеры. У меня только 12 цветов, 2 из которых мне не нужны. Это серебряный и золотой. Белый у меня, к сожалению, погиб. Здесь я пыталась смешать два цвета, но будет какая-то грязь. Идем дальше. Здесь такие маленькие композиции. Можно даже стикеры сделать. Такие квадратные, минималистичные. Возможно, сделаю. Здесь тоже натюрморт. Здесь просто тушь кистью сухой. И немного линера. Есть такой пейзаж. Не хватило синих, поэтому я пыталась намешать, но вот не получилось. Такая, как открытка. Здесь. Эта работа понравилась в группе ВКонтакте. Мне она тоже очень нравится, я бы даже с ней стикер сделала. Но у меня не было светлого, яркого маркера, розового. Я сделала, что мне кажется, это немного портит композиции. Сверху просто нашла, у меня был старый маркер посох, и я просто поштриховала, немного размазала. Мне кажется, смотрится интересно. Здесь тоже очень простой пейзаж. По-другому мыслить, более... Знаете, есть такие работы, где не все закрашивают, а оставляют только самое главное. Например, не закрашивают небо или какие-то предметы. Я хотела то же самое сделать на этом пейзаже. Мне кажется, надо было черным обвести. Здесь какой-то карандаш белый, непонятный, на сколько ему лет. И тоже такой простой пейзажик. Берег какой-то. Это озеро. Солнечный пейзаж. Страница недоделок. Я подписана на группу с моделями. И раньше я рисовала только по этим картинкам с моделями. Это яркие модели, мотоколечки. Конечно, их фотошоп, это жесть как. И японские там были, поэтому немного странно. И там не очень удачная поза была, которую я выбрала. Мне не нравится, как получились руки, и я бросила ее рисовать. Я хотела ее сделать акриловыми маркерами, но так не получилось. Здесь, не знаю, доделала или нет, тоже гуашь. Новый цвет у меня появился, я вот выкрасила. Здесь пыталась намешать темно-зеленый. Надеюсь, я... Так, эта работа набрала больше всего лайков, очень понравилась в группе ВКонтакте. Карандаши тоже купила, так скажем, повелась. Теперь немного жалею, потому что они мне не очень нравятся. Я люблю очень мягкие карандаши. Знаете, не знаю, Фабер-Кастлов, наверное. Хотя у меня только вот пару карандашей от них есть. Я люблю, чтобы не было видно штрихов. Очень люблю такие, знаете, плавные переходы, чтобы не было видно. Ну, эта работа мне нравится. Наверное, стоит еще такие сделать. И второй просто, наверное, было больше цветов добавить. Такой перед грозой, какой-то непонятный. Не хватает цвета, наверное. Здесь тоже серые маркеры нашла. Черно-белую шею сделать.
Ну, мне очень нравится. И этот серый, этот маркер уже засохший. Девочка. Чернильные карандаш и карандаш от мастер-класс. Много мажется, но не критично. Снова графика. Моя любимая лодочка. И странные линейные наброски. Здесь я рисовала долго, решила взять линер. Я именно человек рисую тоже. И медитировать и штриховать долго. Надо было взять просто карандаш или тушь. Не хотелось испортить. Тут и здесь акварельные карандаши. Тестировала. Ну вот не размываются они. Так если не все размывать и не все места закрашивать, будет лучше. Вот здесь просто искала композицию. Здесь тоже просто поиск. Здесь не доделала. Чернильный, здесь маркер от Сонет, который плохо размывается акварельно. Здесь рисовала по своим фотографиям. Мне нравится, как вышло. Я пыталась не думать, более расслабленное делать, более скетчевое, потому что это скетчбук, а не большая работа, не акварельная работа. Мне нравится, наверное, как вышли такие деревья. Это надо было оставить белым. Ну, это тоже опыт. Здесь тоже рисовала по своей фотографии. Хотела быть сестрой и много фотографировала, чтобы рисовать. Я сделала потом похожую картину. Я покажу, если мне получится вставить. Скажу, что получилось. Мне она не очень нравится, но получилось совсем другим настроением. Есть люди, которым она понравится. Но я все испортила. Надо было их лучше не делать. Здесь акварельные маркеры любимые просто. У меня был сертификат на Озоне. И вдобавок я решила взять акварельный маркер. Они мне попались совершенно случайно и оказались, ну, находкой, если честно. Я очень рада, что я их нашла. Потому что они полностью размываются в ноль, кроме линер. У них два наконечника — это кисть и линер. Линер хуже размывается, понятно. Но вот кисть прекрасная. А это маркер от Сонет. Немного другого оттенка, это были теплые, это немного светлее, холоднее. Я пыталась их размыть, но на этой бумаге они хуже смываются. Эта работа сделана полностью акварельными маркерами. Они стоили буквально 300 рублей. Не 1000, которые были популярны. Я решила тоже попробовать, купила. Я очень рада, что их нашла. Повторюсь, наверное, находка для меня оказалась. Ну, вот эта бумага мало чего не выдерживает. Линер немного растекается, но если работать быстрее, то получится все плавнее. Мне очень нравится, как получилось небо. Нравится. Все мне нравится, кроме этого сгорания не потемнее. Надо сделать его. Парусник. Тоже не доделала. Тут буквально осталось немного. Ну, вот так. Сделаю, наверное, на большой работе попробую. То есть чернильные карандаши. А другой мотив. Потом я его сделала на другой бумаге. Могу даже показать. Вот такой. Полностью работа сделана маркерами. Да, не очень, конечно, получилось, но это не размывается. И иногда даже делают странные переходы. Немного. Ну, тоже палитра 12 цветов очень ограничивает. Находка. Здесь решила гуашью. У меня нет палитры, поэтому я ее выдавила на акварельную. Чтобы она не засохла, я старалась, пока одна работа сохнет, я рисовала на другой, чтобы гуашь не пропадала. Мы подошли к концу. Тут чуть меньше половины.
буквально на днях нарисовала. Такой вот пейзажик солнечный. Тоже работа со светом. Ну, вот тени не люблю добавлять. Вот что-то еще нарисую. На этом все. Если вам понравилось это видео, вы хотите, чтобы я сняла, может, что-то на другие темы, поставьте лайк, подпишитесь на канал, подписывайтесь на другие соцсети. И до следующих встреч. Всем пока.